Все политики лгут. Все политики лгут, потому что народу нравится слушать бредни и ложь. Это нормально. Ну, не нормально, но для народа как бы. Если политик будет говорить правду, народ его просто не примет. Народ его будет презирать, народ его будет ненавидеть. Давайте вспомним там Азарова, который пытался какие-то цифры там объяснять, что на шоу. Народ его ненавидел, народ стебал, народ смеялся. А вот Арсения Петровича Яценюка народ любил и любит. Любит, однозначно любит, потому что иначе Арсений Петрович давно бы уже не был премьером после всего, что он наболтал за все время, пока он при власти. А при власти он очень давно. Сьогоднішня наша розмова буде мати багато цифр. І тому прошу сконцентруватися, можливо взяти листочок і ручку, і так само зі мною разом почати рахувати. Это сегодня на телеканале Эспрессо Арсений Петрович выступал. Он сказал, что будет много цифр, поэтому надо запастись ручкой и бумажкой. Но мы люди при памяти, поэтому запомним то, что говорит Арсений Петрович Яценюк. Ну, в принципе, у нас на видео все. Если что, отмотаем назад и посмотрим. В опалювальний сезон ми споживаємо 21 мільярд кубічних метрів газу. Запомнили. В отопительный сезон мы потребляем 21 миллиард кубических метров газа. Арсений Петрович Яценюк несколько лет назад. Населення України споживає 18 мільярдів кубічних метрів газу. По всей видимости, начали употреблять на 3 миллиарда больше, с учетом того, что Крым. Смотрим дальше. Щоб обігріти ваш будинок, щоб дати вам гарячу воду, щоб приготувати їжу в кожній оселі і в кожному багатоквартирному будинку. Ну, здесь уже он на дурачка играет, вернее, как бы для дурачков объясняет, как будто бы вы дебилы. И он вам объясняет, для того, чтобы подогреть кашку, надо было просто детализировать еще. Кашку, чаек, Липтон, бла-бла-бла-бла. Я не буду говорити про промисловість, це окрема тема. Скільки ж ми видобуваємо цього газу і яка взагалі ціна газу? Загалом Україна видобуває 19 мільярдів кубічних метрів газу. Тобто менше, ніж потрібно для потреб населення. 19 миллиардов кубических метров газа. То есть меньше, чем нужно для потребления населения. Арсений Петрович Яценюк. Несколько лет назад. А добуваємо ми 20 мільярдів кубічних метрів газу. Ми є дуже багата країна. Уряд, правда, дурний, а країна багата. І народ розумний. Сейчас мы стали потреблять 21 миллиард кубических метров, а добываем 19. То есть меньше, чем при кровавом Януковиче. Тогда добывали 20. Багато говорять про газ власного видобутку. Так, він дійсно є. І можу підтвердити свої слова, які сказав декілька років тому. Собівартість видобутку власного газу $100. Арсений Петрович Яценюк прекрасно знает, что его мониторят. Арсений Петрович прекрасно знает, что он наболтал столько, что его можно постоянно хватать за язык. Поэтому он говорит, да, я подтверждаю свои слова. На самом деле $100. Ну, это не его слова, потому что на самом деле он говорил другое. Кожен громадянин України повинен отримувати оцей так званий газ власного видобутку. Його вартість сьогодні сягає максимум від 70 до $100, в залежності від того, де він видобувається. Не 100, а от 70 до 100. Арсений Петрович, а? Манипулятор наш. У нас є з вами спільне завдання. Через 10 років Україна повинна повністю на 100% забезпечувати власні потреби в природньому газі. У нас с вами общее задание. Это говорит премьер-министр страны народу своему. У нас с вами общее задание. Через 10 лет Украина должна полностью обеспечивать себя газом. Поэтому теперь каждый из телезрителей должен взять лопатку, совочек, там, ребенка своего взять, чтобы тут совочком копал. Выйти во двор и начинать копать. Начинать копать, искать газ. Ну, по-любому. Ну, а почему это наше общее задание, правильно? Потому что копать надо. Копайте. У вас є природне запитання. А чому раніше ціна на газ була дешевша? Якщо товар продають по ціні нижче, ніж ринкова, то хтось повинен доплатити. Я вам скажу, хто це доплачував. Ви. Если бы где-то награждали медалью за лучший бред, Арсений Петрович был бы в первых рядах. А может быть, был бы первым. Потому что вот это вот самый лучший, самый циничный,
самый потрясающий бред, который я только слышал. Вы платили меньше за газ, потому что вы платили больше. Деякі політики обіцяють дешевий газ. Він у нас уже був. Коли підписали з Росією контракт, а потім, для того, щоб зменшити ціну на природній газ, продовжили перебування російського Чорноморського флоту на території України до 2042 року. Саме того флоту, саме тієї держави і саме тієї армії, яка захопила наш Крим. Ну, дальше он рассказывает, что дешевый газ это вообще плохо, это ужасно, потому что та же самая армия захватила там Донбасс, потом и бла-бла-бла. Однако же в декабре Арсений Петрович на Майдане говорил совсем другое. В декабре на Майдане его вполне устраивали дешевые цены на газ. Он, более того, требовал, так как газ дешевый, снизить все коммунальные тоже на 30%. Арсений Петрович тогда не волновало то, что армия стояла в Крыму, да? Якщо ціна на газ з 1 січня наступного року буде на 30% менша, це означає, що уряд Віктора Януковича повинен на 30% зменшити всі житлово-комунальні послуги, зменшити вартість газу для населення і зменшити всі тарифи на 30%. Тоді ми відчуємо, що це правда. А сейчас совсем другое говорит. Совсем другое. Вот такая вот цена. Наша независимость это цена дешевого газа. А ту его дешевый газ. От така ціна дешевого газу для країни. І ця ціна – це незалежність держави. Но тогда-то ведь говорил другое. За іншого випадку це брехня, і це означає, що він в схемі, і це означає, що він в корупції. Тому є пропозиція нашого мітингу проголосувати. Віктор Янукович, якщо ціна на газ на 30% менша, ми вимагаємо на 30% зменшити всі тарифи. И не волнует независимость Украины. Тепер давайте порадимось, як ми будемо платити ці рахунки. Теперь давайте посоветуемся, как мы будем платить эти счета. Арсений Петрович очень любит на эфирах говорить, ну, во всяком случае, раньше любил говорить, когда надо было подмазаться к своей аудитории. Он говорил, что эта власть у нас плохая, а народ у нас очень мудрый. Мудрый, умный народ. Я думаю, Арсений Петрович немного льстит народу. Потому что если бы народ был мудрым или хотя бы имел элементарную память, Арсений Петрович сегодня по телевизору не выступал бы.